Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. В этом выпуске режиссер и композитор фильма Creator the Past поделится своим опытом сотрудничества с Димашем Кудайбергеном. Премьера фильма должна была состояться в марте этого года, но по известным всем причинам была отложена до лучших времен. Однако Пьер Джузеппе Зая, это режиссер и композитор картины, и Элеонора Фанни, это главный продюсер фильма, побывали в гостях программы The Hot Corn, где дали небольшое интервью, правда, на итальянском языке. Но, к счастью для вас, на каникулах я освоил итальянский язык и сейчас буду вам переводить. Поехали! Il discorso invece musica lo termino con questa chicca che si chiama Dimash Kudaibergen, nome stranissimo. Что касается музыкальной тематики, то тут я бы хотел закончить драгоценным камнем, с которым мне удалось поработать. Его зовут Димаш Кудайберген. Очень странное имя, сказал режиссер. Questo ragazzo del Kazakistan di 25 anni è per me, che comunque ho collaborato con grandi musicisti e ho prodotto molti cantanti e per tanti, la voce più bella del mondo. Это 25-летний молодой человек из Казахстана. Его голос для меня является сейчас самым красивым голосом в мире, хотя я работал и сотрудничал с многими известными певцами и исполнителями. Questo ragazzo ha 6 ottavi di estensione, perciò a parte... Этот молодой человек имеет 6 октав, сказал режиссер. Ничего себе, сказал ведущий, который задал этот вопрос. Ha 25 anni, è già famoso anche dei video su YouTube con 70 più milioni di visitatori. Ему 25 лет, а он уже известен во всем мире. Есть видеоролики в YouTube, которые собрали более 70 миллионов просмотров. Кажется, я знаю этот ролик. A parte, spiego, questo è un pianoforte, a parte l'ottava, quella super grave dove è quasi difficile per qualsiasi voce riprodurre quei suoni, da lì in avanti per 6 ottave e 2 toni oltre il pianoforte, questa è la sua estensione vocale. Я хочу объяснить это на примере. Вот представьте, пианино, кроме вот той крайней октавы, самой низкой, которую любому вокалисту очень сложно спеть. Так вот, 6 октав и еще 2 тона, которые не помещаются на фортепиано. Вот так выглядит его уникальный диапазон. L'ha trovato lei. Ma lei è il nostro alieno di casa. Это она нашла этого инопланетянина. E abbiamo digitato la voce più bella del mondo e viene fuori questo Dimash. Мы набирали в поиске самый красивый голос, и тут появился Димаш. Cioè, se tu googli la voce più bella del mondo esce... Sì, la voce... Ведущий переспрашивает, то есть вы хотите сказать, что если я загуглю самый красивый голос в мире, то появится Димаш? Se Google quello non lo so, io posso dire però che molto anni fa io navigando, soprattutto su siti stranieri, cercando cosa andava all'estero, avevo scoperto questo ragazzo che non è che l'ho scoperto io, comunque c'era. Да, но это не точно. Микрофон в руки взяла Элеонора, это генеральный продюсер картины, и она рассказывает, что много лет назад, когда занималась поиском на разных иностранных зарубежных сайтах что-то интересное, трендовое, то как раз и наткнулась на Димаша. Но, как она говорит, это не значит, что я его открыла. Он уже был известен к тому времени. Ed è molto molto seguito all'estero, un po' meno in Italia, ma in Asia è una roba. Она говорит, что его очень любят и поддерживают за границей. В Италии, говорит, пока чуть меньше, но в Азии это просто космос какой-то. Impressionante, ha fatto un concerto a Capodanno, vicino a Natale, a New York, tutto esaurito nell'arco di pochissimo. Также она говорит, что накануне, перед Новым годом в Нью-Йорке он дал свой сольный концерт, и билеты расходились как горячие пирожки. Diciamo che mi aveva veramente colpito tanto e ne ho parlato con Beppe. Также она говорит, что была невероятно впечатлена, и сейчас она показывает на режиссера, что спрашивала его мнение насчет голоса Димаша, потому что лично она была потрясена его голосом. Chiedendo un parere suo rispetto a questa voce che secondo me era straordinaria, ma ovviamente il mio orecchio non è il suo, lui riesce a sentire cose che voi umani. Она говорит, что мое ухо не такое чуткое, как у него, ведь ему удается слышать то, что обычным людям просто не дано. Voi umani non potete neanche immaginare. Ведущий спрашивает, ультразвук?
Lui in un'orchestra con 300 elementi dice c'è qualcuno che ha sbagliato una nota, tu dici Она говорит, почти. Потому что в оркестре из 300 человек он обязательно услышит того, кто фальшивит. А вы так сможете? Спрашивает она. Ed è così, per cui e anche a lui è piaciuto molto, quindi poi siamo riusciti a inserirlo nella colonna sonora e a fargli cantare un pezzo dei titoli di coda. Это действительно так, поэтому Димаш ему очень понравился. Опять-таки она обращается к режиссеру, и нам удалось записать с ним саундтрек. А еще он поет музыкальную часть титров. Scusatemi, allora lui canta un brano che si chiama Cross and Less Dimension, di cui tra l'altro abbiamo finito il videoclip oggi. Он поет песню Across Endless Dimensions. Кстати, как раз сегодня мы закончили музыкальное видео. Che è stato scritto da? Da me. È sempre Pier Giuseppe, Ведущий интересуется, а кем была написана песня? Мной. Всегда он, говорит Элеонора. È sempre Pier Giuseppe, vedi la cosa carina, cosa musicale a Pier Giuseppe non gliela toccano, allora, piuttosto gli potevi fregare la regia. Ведущий, я так понял, что музыкой всегда занимается Джузеппе. Он ее никому не доверяет, да? Ma io come dice lei, l'ho fatto solo per proporre le mie musiche. Как она говорит, я сделал фильм только для того, чтобы моя музыка в нем звучала. Cioè, tu in realtà hai fatto Credo the Pest per fare la colonna sonora. Poi dopodiché... Так, занервничал ведущий. То есть вы хотите сказать, что вы сделали фильм «Создатели» только лишь для того, чтобы создать саундтрек? Abbiamo incollato delle immagini e questo è quello che andrete a vedere. Да, так и есть. В принципе, мы сняли пару эпизодов. Это все, что вы увидите в картине. Allora, mentre tu parlavi della storia, lui già pensava alla colonna sonora. Certo, no. Итак, значит, пока вы рассказывали историю, он уже думал о саундтреке. Ну, нет, конечно же, это все шутки, фильм будет классный. E tornando al discorso di Dimash, sta uscendo il videoclip che prodotto da Sony. Хочу вернуться к Димашу. Компания Sony сняла музыкальный видеоклип. Che penso che a giorni sarà in tutto il web e eventualmente ve lo giro. Assolutamente. Думаю, что уже через пару дней он появится в интернете. На этом все. Не судите строго. Язык пока еще не прижился, поэтому я мог делать ошибки. К слову, хочу сказать, что саундтрек доступен уже на многих популярных музыкальных площадках, таких как Apple Music, Яндекс.Музыка и другие. Поэтому слушайте и наслаждайтесь. Особенно приятно, что голос Димаша стал настоящим открытием не только для нас с вами, но и профессионалов, мастеров своего дела. Алга Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.